Всем привет, я Юля, это Руслан. В 2020 году мы прошли маршрут вокруг Монблана. И в комментариях нас спрашивали, какое снаряжение мы брали с собой. Итак, сразу о весе. Мой рюкзак без еды весил 7 килограммов 700 граммов. А одежда на мне плюс палки, очки 1600 граммов. У Юли рюкзак весил 5 килограммов, а одежда на ней плюс палки 1300. Еду мы брали на пол маршрута и весила она 2650. Вообще нам самим всегда интересно изучать списки снаряжения перед каким-то большим походом, поэтому давайте заглянем в наши рюкзаки. Говоря о снаряжении, логичнее начать с рюкзака. Но так как мы распаковали уже всю нашу посуду, начнем с нее. Воду мы нагревали в таком котелке на 1 литр с радиатором, он же являлся моей кружкой. Титановую кастрюльку на 600 мл мы использовали для приготовления различных супов, а также как нашу миску. Для Юли мы взяли титановую кружку от Сплав на 350 мл. Горелка у нас была BRS 3000 титановая, 25 грамм. Классика, но показать мы ее не можем, потому что она благополучно сломалась в ходе маршрута, и эту трагичную историю мы не раз показывали и рассказывали в наших видео. Поэтому в Курмайоре нам пришлось купить обычную стальную, весит она 80 или 90 грамм, сейчас мы ей вообще не пользуемся. Из остальных мелочей легкая досточка, 2 титановые ложки, маленькая зажигалка Биг и, конечно, нож АПН номер 8, очень классная вещь. Газ мы брали на месте 230 мл, то есть больше, чем этот. Ну, в принципе, с посудой все. Ну и самое главное, мой рюкзак. Кстати, все ссылки на обзоры есть в описании. Это спрей Exos на 48 литров весом 1200 грамм. Довольно известная модель и справедливый компромисс между комфортом и легкоходством. Больше всего мне нравится в нем вентилируемая спина с адекватным уровнем поддержки. Вообще, по итогу использования этого рюкзака могу сказать следующее. Если вы идете именно с этой моделью, есть смысл избавиться от клапана. Либо вообще заменить его на какое-то более легкоходное решение. Для Монблана это будет самое то. А я ходила с Triumph Gear Titor на 38 литров с AliExpress, и этого объема мне хватило с головой. Самое классное в нем – это его низкий вес – 570 грамм. Результат отсутствия каркаса и простой конструкции. На него у нас есть обзор. Насколько я сейчас знаю, этот рюкзак не выпускается, так что ищите альтернативу у этой же фирмы. Переместимся в тенек. А нашим домом во время похода была палатка Big Agnes Rattlesnake 2 весом 1770 граммов. Да, не самая легкая модель, поэтому сейчас мы ходим с Dyneema. Big Agnes проверенная фирма, Rattlesnake, правда, уже не продается. Но есть много похожих моделей и даже легче. В целом у нее отличная сопротивляемость непогоде, достаточно места на двоих. Есть даже встроенные светодиоды, правда мы не брали батарейки, чтобы сэкономить вес. Футпринт у нас стандартный, от палатки 180 грамм, поэтому целесообразно его заменить на поликро, либо, например, спас-одеяло. А комфортный сон мне обеспечивал Квилт Cumulus Comforter 350 весом 580 грамм. У нас есть отличный обзор, обязательно посмотрите. Так как я отношусь к разряду больших мерзляков, моя спальная система состояла из двух предметов. Это спальник от Splav Adventure Light и Квилт Aegis Max Windhard. И все вместе это весит 1 килограмм. Ну а спали мы на наших цыплятках. Ковриках Thermarest Neo Air X-Lite. Кстати, это легкоходная классика. У него укороченный размер, но нам это абсолютно не мешало. Мы подкладывали рюкзаки под ноги, спалось отлично. Коврик весит всего лишь 216 грамм, и у нас есть подробный обзор про него на нашем канале. Тяжелый удел блогеров – носить с собой электронику. Снимали мы на камеру Sony AS300, к ней же брали несколько запасных батареек, кстати, очень удобно, пауэрбанк на 10 тысяч, часы для замера шагов. В роли навигатора выступал телефон LG, для фотографирования телефон Юли Mi 9, правда это сейчас Mi 10. Конечно же зарядки, всякие кабели и классный фонарь NIU 25.
Одежда весьма индивидуальная штука, поэтому я буду краток. Вот в целом такой объем занимает моя одежда в рюкзаке. Поэтому коротко, что там есть. Пуховка, флиска для утепления, для сна отличная термуха Лиот из полипропилена. Особого внимания заслуживают мембранные носки. Не помню фирму точно, но очень классная штука, так как обувь у нас промокает. Еще классная вещь из Тайвека, курточка. Она, в общем-то, надевается, например, когда вы поднялись на перевал, и там дует какой-то сильный ветер, быстро накинул. Очень хорошо, также, кстати, от солнца защищает, так как белого цвета. Остальное, как обычно, еще одна трекинговая майка, набор нижнего белья, полотенце из микрофибры. Я брал шапку, так как у меня квилт, мне нужно укрывать голову. Термоштаны, еще одна пара трекинговых носков. Да, в принципе, пожалуй, все. Мой комплект почти ничем не отличался от Руслана. Единственное, у меня была еще одна дополнительная майка, бейсболка и пару бафов. Также у меня пуховка весит чуть больше, она гораздо теплее, чем Руслана. От дождя меня спасал легкий пончо-тент Flames Creed. А я решил попробовать походить с обычными дождевиками из полиэтилена, и мне, в принципе, этого хватило. Теперь самое главное – обувь. У нас были кроссовки Speedgoat 4 Hoka One One. Эти кроссовки, кстати, весом в 600 грамм были разработаны специально для трейл-раннинга вокруг Монблана. Эти кроссовки без мембраны. Почему именно так? План был такой, что если пойдет дождь, ты полностью вымокаешь, идешь в мокрых кроссовках, и это нормально. Потому что когда приходишь в лагерь, у нас есть мембранные носки, ты их надеваешь и ходишь в сухости и тепле. У меня точно такие же кроссовки, только женской модели. А еще у нас были тапочки для душа. Одна пара, так как Руслан не захотел брать. А из прочих мелочей я бы отметил следующее. У нас с собой были поджопники, гармошка для души, документы, очки, ремнабор. Кстати, есть отдельный обзор. Веревки для всяких бытовых нужд, фильтр для воды и сквиз-мешок для него. Шланг для гидратора, который цепляется к обычной бутылке. Ну и обычная фляга для воды из Декатлона. Кстати, многие из этих вещей на самом деле не очень-то и нужны. Например, вот этот шланг для гидратора я протаскал всю дорогу просто так, потому что пусть разъем и стандартный, но бутылки там были какие-то нестандартные. Поэтому не повезло. Фильтр для воды, в принципе, можно не брать, так как вода достаточно хорошая на протяжении всего маршрута. Бутыль для воды тоже не следует брать какую-то специальную, достаточно обычной пластиковой бутылки. Ну и, наконец, веревки. У меня их слишком много, пожалуй. То есть можно было обойтись там 2 короткими. Этого достаточно. Я была медиком, несла с собой аптечку и гигиенический набор. Вообще, мы довольны тем снаряжением, которое подобрали для TMB. Всеми вещами мы пользовались, и, кроме тех мелочей, которые мы упоминали. Так что, молодцы. Вообще, мы анализируем всегда свое снаряжение. После TMB оно претерпело определенные изменения. И чтобы быть в курсе всех видео наших новых, ставьте уведомления, чтобы не пропустить. Одну важную вещь я сейчас скажу вам. Вы несете свою снарягу многие километры, все тащите на себе, поэтому дважды подумайте, нужна ли действительно вам та или иная вещь. У вас наверняка появилась масса вопросов, так что давайте общаться в комментариях. А еще напишите, есть ли у вас какая-нибудь вещь из нашего списка. Ну и без трекинговых палок никуда. У нас были самые обычные, дешевые, декатлоновские. На этом, пожалуй, все. Подписывайся, комментируй, ставь лайки. До новых троп! Да, и еще одно. Забыл.